Всем привет! С вами Таня Генерал. Сегодня я расскажу вам о том, как на 8-м году американской жизни можно снова оказаться в ситуации, что ты здесь как новенький, снова здорово, все с нуля, опять ничего не понимаешь, опять чувствуешь себя абсолютным дураком или дурочкой. Ну, в общем, смотрите и слушайте. Нужно отметить, что это, наверное, одна из главных проблем иммиграции, одна из больших сложностей, к которым никак невозможно подготовиться, проработать, собрать информацию, запастись там деньгами и силами. Все, что с этим можно делать, это только быть об этом осведомленным и знать, что это случится. Что же такое это? Это то самое, что называется дауншифтинг. В каком бы статусе, в каком бы возрасте, с какими бы профессиональными знаниями, с каким бы образованием вы в США не переехали, в 99% случаев с вами это произойдет. Вы столкнетесь с тем, что во многих областях вашей жизни вы будете снова там, где вы были лет 20 и 30 назад, ну, в зависимости от вашего возраста. Потому что другой континент, другой контингент, совершенно другой опыт рабочий, совершенно другое образование. Не будем с вами забывать, что какие-то дипломы вообще здесь не признаются. Плюс этот пресловутый языковой барьер и всякие языковые проблемы. И плюс просто незнание местных каких-то особенностей, менталитета, да даже тупо лингвистика, когда, знаете, вы не имеете еще такого большого опыта в таком быстром употреблении всех вот этих фразеологических оборотов. Надо отметить, что английский язык очень полон всяких словечек, которые, ну вот если здесь не поживешь, их как бы, ну, очень трудно нахвататься где-то просто так. Я с этим знакома не понаслышке. Первый раз меня это настигло в школе у великого нашего Михаила Портнова, когда после 6 недель непрерывной зубрежки просто я сидела по 12 часов. Как хорошо Михаил назвал это в своем свежем видео. Мы были настоящим спецназом, да, потому что мы приходили в школу там в 8:30, в 9 утра, мы начинали заниматься, и просидев классы до 11, до 12, мы оставались, и еще до вечерних классов мы просто там сидели и долбили эти лекции, просто долбили. Так вот, после 6 недель всей этой долбежки у нас было первое, как это называлось, мок-интервью, ну, то есть фейковое интервью, когда вы просто, как будто бы вы уже на интервью, вы репетируете, так как главная задача школы – это же помочь найти вам работу. И вот сидим мы такие, нас было, наверное, человек 10-11, вся вот часть группы, с которой я начинала учиться. И с нами преподаватель, и она задает нам вопросы, каждому по очереди, предполагаемые вопросы на интервью, что-то про предыдущий опыт работы, что-то про приложение, с которым мы работали. И от нас все, что от нас требуется, это ответить. И это был самый первый раз, когда я почувствовала себя абсолютной дебилкой, просто. Я не могла собрать двух слов связать. Во-первых, то, что сидят вокруг меня одноклассники мои, коллеги по классу, что это учитель, который это, ну, ясный пень оценивает, мы уже сколько-то проучились, уже пора. И все даже, что немножечко успело осесть в моей голове, все вылетело. Меня вкинуло в жар, меня кинуло в холод, меня сразу пробило плакать, потому что было ужасно стыдно за это, за все. Я чуть ли там не заламывая руки с изменившимся лицом бежала к пруду. Был очень неприятный момент, и я тогда серьезно думала о том, что вся эта затея абсолютно обречена на провал, совсем абсолютно зря я все это придумала, надо бросать, надо ехать домой, ну, в смысле, обратно в Техас, идти работать в Walmart и все такое прочее. Ну, что меня тогда спасло? Тогда меня спасло то, что, слава богу, есть Михаил, и он как раз-таки в школе тогда был именно носителем вот таких вот знаний. Стоило только где-нибудь ему там в углу поплакаться, как он сразу же брал, приводил к себе в кабинет или там прямо там на кухне мог устроить воодушевляющую речь. И он как бы очень быстро поправлял вот настроечки, помогал настроиться и пойти дальше. И я тогда, да, я помню, я не бросила, я как-то справилась и пошла дальше, и, в общем, все получилось хорошо, как получилось. Теперь, как я понимаю из разговора с тем же Михаилом, вот совсем свежая наша беседа, оно все это, к сожалению, осталось за кадром, потому что это очень мои личные вещи, просто новый уровень. И на каждом новом уровне, когда мы оказываемся, случается что-то похожее, когда мы снова
придя туда, ну ясное пение, а что ты, говорит, хотела в 50 лет менять профессию? Ты хотела прийти и сразу быть гением? Нет, конечно, ты будешь снова на том же уровне, как новичок. И вот я опять оказалась в ситуации, когда, знаете, горячим варом в лицо, потом плакать. Вся история произошла в эту субботу. Я учусь сейчас в школе коучинга. Это первый этап моего перехода в профессию психотерапевта, консультанта, так как для того, чтобы все эти дипломы эвалюировать, добрать недостающие курсы, потом доучиться, потом еще сертифицироваться, потребуется очень много лет. У меня это план так лет на 10 вперед. Но самое ближайшее и простое – это вот как раз-таки сертификат коуча, который позволит мне уже практиковать. И это был первый шаг. Я выбрала школу, очень долго и тщательно выбирала, проходила интервью, общалась с создателями, с преподавателями школ, выбрала одну, которая мне очень нравится, не прогадала вообще. Одно из видов обучения – это мы, когда делаем в классе при всех, ну онлайн-класс, само собой, коучинг. Демо-сессии. Один студент как клиент, второй студент как коуч. И через это проходит каждый студент в классе вот так по кругу. Там 10 студентов, 5 недель, по 2 сессии за урок. Вот подошла моя очередь. И несмотря на то, что практики у меня достаточно, по крайней мере, на русском языке, на английском абсолютно оказалось недостаточно, несмотря на то, что потрындеть на английском, пошутить на английском, рассказать историю до царя Гороха, моей страны и все что угодно, у меня нет никаких проблем, но оказалось, что это немножко все-таки сильно другое, во-первых, а во-вторых, сыграл роль опять тот же самый фактор. Там за экраном сидит учитель, который оценивает. Да, мы только начали учиться. Ну, блин, я же это все уже знаю, я уже 100 раз, там, у меня уже больше 100 часов практики на русском-то языке. Там за экраном сидит учитель, он оценивает. И там же за экраном сидят 10 моих одноклассников, которые тоже уже проходили этот этап, делали сами демо-сессии, которые тоже слушают и внимают, и отмечают мои ошибки. У всех, блин, английский родной, у меня у одной не родной. И, в общем, я, ну, скажем так, не блестяще я провела эту коучинговую сессию, как я сама считаю. Преподаватель у нас настолько прекрасная, она настолько... Это вот умение давать обратную связь так, что тебе хочется сразу в припрыжку бежать и поправлять то, что ты сделал неправильно, а не вот это вот, что вот меня наругали, пойду втоплюся. Но тем не менее, мне целые сутки заняло после этого класса, чтобы прийти в себя, успокоиться. Первой реакцией было, конечно же, не коуч я, а говно. Куда я лезу с моим английским, они там все, у них там у всех как минимум какие-то уже образования в психологической сфере, а вы сами понимаете, что проучиться 4 года, когда у тебя все предметы на английском языке, когда ты пишешь специальные доклады, там постоянные работы, то есть это, конечно, уровень английского у моих коллег совсем другой. И первое желание было, конечно же, тоже бросить. На тот момент Михаила рядом не было. Но я просто вспомнила. Это один, кстати, из коучинговых вопросов, которые нам прям, знаете, какой чинаш советуют заучить. А что из вашего прошлого опыта может вам помочь справиться с этой ситуацией? И я вспомнила историю в школе у Михаила, когда я плакала, рыдала, хотела уехать, говорила, никогда у меня это не получится. И в итоге, чем все кончилось? Я помню, что я выписывала все вопросы для интервью на бумажке, выписывала от руки, не распечатывала, и на обратной стороне писала ответы. И я ходила, и в каждую свободную минуту я это зубрила. Я вспомнила, что вот так вот я с этим со всем делом тогда и справилась. И каждый раз, когда там было какое-то интервью, господи, я как вспомню сейчас свое первое интервью на internship в школе портного, это был страх и ужас и кошмар. И вообще просто полный трындец. Короче, о чем я сегодня вам рассказываю? Во-первых, конечно же, хотела с вами поделиться, что на самом деле адаптация не заканчивается никогда. И снова будут ситуации, когда будет наступать момент, и будешь чувствовать себя абсолютным дебилом, абсолютным ничтем, никем, и будет желание все бросить. И в этом ничего нет плохого. Надо отдаться этому желанию до конца. Я, честное слово, 24 часа я плакала, не переставая. Мы поехали на океан, там так у нас было красиво. Тот редкий день, когда у нас в Галвестоне была голубая вода. Ну ладно, зелено-голубая. И я купалась, я там плавала, играла с собакой, и периодически меня накрывало, и я начинала плакать, когда я осознавала, я не коуч, я говно.
Ну и вот сутки у меня ушли на горевание, пока вот это все не вышло и не сформировалась стратегия действия, что я сейчас реализую. Я обложилась книжками, я создала себе возможности чуть больше практики на английском для коучинговых сессий. Ну, в общем, растем и меняемся. Я уже знаю, что все это пройдет и будет следующий уровень, когда снова наступит новый этап. Я представляю, что будет, когда я всерьез пойду учиться, если пойду. Можете себе представить, какой я там себя буду чувствовать дурой лет 60? Но, тем не менее, это вещь, о которой надо знать, и это, наверное, главный критерий, если вы думаете о переезде, особенно во взрослом возрасте, готовы ли вы к такому, потому что это ранит очень сильно. И это может очень сильно разрушить вообще мотивацию, желание что-нибудь делать. Это может очень сильно сбить с ног и вообще заставить задуматься, туда ли я иду. Так что думайте. Но у меня к вам большая просьба. Я, конечно, справилась со своими проблемами, уже не плачу, уже 2 дня как не плачу, уже все у меня хорошо. Но, вы знаете, хотела я вас попросить. Много мне пишут, что там страшная дура, зубастая, переборчивая, ля-ля-ля. Ну, понятное дело, негативщикам им делать нечего, они ходят по блогам и вообще по публичным местам и сливают свой негатив. А добрые люди, хорошие люди, которым что-то помогло, они посмотрели, взяли что-то свое, пошли дальше. Сегодня я хочу попросить вас написать мне сюда ли в комментарии, в Инстаграм, на имейл, куда вам удобно, в любой мессенджер, который у вас есть. Если что-то в вашей жизни было за годы нашего с вами знакомства, за месяцы нашего с вами знакомства, что вы получили для себя с моего канала, какую-то информацию, какой-то инсайт, чем-то вам помогло. Как у меня была одна девочка, она сюда переехала, замуж вышла, кстати, за американца, и тем не менее она говорит: мне твое видео про замену масла так сильно помогло. Никогда не знаешь, что и как кому откликнется. А для меня это настолько важно и ценно, потому что в такие моменты, когда накатывает вот такое отчаяние, я бесполезное существо, букашка на теле планеты, и никому я не нужна, и я бестолочь, я в такие моменты читаю ваши отзывы, читаю ваши сообщения, и мне становится легче, и мне становится понятно, что это просто минутное помрачение, что, в общем, все пройдет. Поэтому, если у вас есть возможность, если у вас желание, и если есть время, найдите, пожалуйста, 3 минуты написать мне что-нибудь, что полезного за время нашего с вами знакомства вы получили от меня, моего канала, моего инстаграма. Я буду вам очень-очень за это признательна. У меня на сегодня все. Далеко не уходите, впереди еще очень много интересного. Пока-пока.